Успех каждого амбассадора абсолютно неизбежен. Одним из ранних упоминаний слова «амбассадор» в английском языке датируется XIV веком, и по сегодняшний день этот термин описывает особого человека, который является послом какой-либо организации или представляет что-либо. Амбассадоры современного мира представляют себя, бренды, проекты или даже целые государства. Ярким примером амбассадоров являются политики, а также лоббисты. Один из ярких примеров табачного лоббирования красочно проиллюстрирован в фильме «Здесь не курят». Гляньте на досуге. На восходе главной криптовалюты биткоина появились и первые криптоамбассадоры. Те самые гики, сами того не подозревая, стали первыми амбассадорами биткоина, начав продвигать его посредством общения на форумах, поиска применений для него, и делали они это все просто потому, что им интересно. Первая амбассадорская кампания в крипте, как показало время, оказалась провальной и самой дорогой в истории. Ласло Ханнес, криптоэнтузиаст и по совместительству ретроспективный маркетолог, провел ту самую первую кампанию по продвижению биткоина, купив 2 пиццы Папа Джонс за 10 тысяч биткоинов, принеся ребятам невероятные $25 чистой прибыли, вероятно даже с чаевыми. Давайте разберем, была ли сделка правильной и что же такого сделал Ласло, совершив первую покупку за биткоин, судьба которого, что любопытно, нигде не обсуждается. Первое. Этот известный программист разобрался с майнингом, с перемещением монет, а также совершил показательную сделку, 1000 из которых в реальном мире мы сегодня видим, вероятно, благодаря ему. Второе. Ласло указал крупной сети пиццерий на ценность биткоина. Объяснил, как его принять и как продавать, что несомненно является важной частью принятия и повседневного использования криптовалют. Третье, и вероятно самое главное. Данная сделка положила начало ежегодному празднику для всех криптонов – День биткоин-пиццы. Мероприятие проводится энтузиастами для энтузиастов, чем они двигают всю криптоотрасль, налаживая практически бессмертную сеть человеческих отношений и знакомств, построенных на общей идее – крипте. Вот 3 слова, которые могут описать его труд. Запомните их, они вам потом пригодятся. Разобрался, объяснил, организовал. Прошло более 10 лет с момента покупки. Рынок крипты перевалил за $1 триллион, а проекты уже не представляют своего существования без амбассадоров. Новая цифровая профессия за последние 3 года сделала последователей некоторых стартапов необычайно богатыми, предоставляя своим амбассадорам вознаграждение и особые условия участия в начальных предложениях. 2023 год, к сожалению, расстроил многих свежеиспеченных амбассадоров, которые еще не смотрели это видео и не знали, почему амбассадор всегда выигрывает. Волны хейта, шторм оскорблений и цунами негатива получил один из кораблей в океане крипты, и йо-хо-хо, вы все о нем знаете. На фоне этой рыночной бури приятно радует Injective, демонстрируя чудеса организации, структуры и эталон амбассадорской программы. Амбассадорская программа от Injective, будучи похожей на компьютерную игру, имеет 5 рангов. С 3-го ранга вы уже имеете возможность ежемесячно получать награды, а на 5-м уровне у вас даже появляется возможность полного трудоустройства в проекте, а также множество других возможностей, которые очень ценны в криптокарьере. С момента покупки Ласло 2 пиц за 10 тысяч биткоинов и амбассадорской компании Injective прошло более 13 лет. А криптовалюта никуда не делась, несмотря на китовую сделку любителя круглых пирогов с крупнейшей пиццерией в мире. Вы внимательно смотрите? Ласло, как я сказал, был майнером. Те 10 тысяч биткоинов вряд ли были его единственными намайненными битками. А ввиду того, что он был программистом, а еще и криптоном заодно, думаю, что на безбедную старость у него всегда найдется цифровое золотишко. 3 слова, которые я сказал ранее. Разобрался, объяснил, организовал. Осознает ли наш герой, что создал идеальную формулу для амбассадоров? Этого, я думаю, мы никогда не узнаем. Но если, становясь амбассадором, вы разобрались, объяснили другим, организовали что-то, пускай даже отправили другу это видео, то вы сделали ничуть не меньше. Монеты, которые у вас есть сегодня, вероятно, как и в случае с Ласло, могут оцениваться в будущем в сотни раз дороже, чем сегодня. Получив знания и опыт, как я сказал в первом предложении, успех каждого амбассадора неизбежен.